очередная порция красоты, порция вдохновения. Ну, у каждого своя мания, у меня мания ткани. Уже сама даже удивляюсь, как мой муж меня терпит с вот этими моими бесконечными творческими процессами. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я вся в полосочку. На мне оригинальная юбка, которую вы уже видели обзор, а кто не видел, обязательно рекомендую посмотреть, потому что юбка уникальная, она абсолютно простая, здесь нет ни выточек, здесь просто ровный прямоугольник ткани. Ну, заходите, смотрите по ссылочке. А сейчас дождалась своего звездного часа блузочка. Я ее называю паутинка. Она у меня уже фигурировала несколько раз в моих видео, и каждый раз вы просили сделать подробный обзор этой блузки со схемой, с размерами. И вот сегодня я вам это все предоставлю. Мало того, я еще захотела себе новенькую такую блузочку и забралась на сайт своего любимого интернет-магазина Zana, ну и нашла там много всего полосатенького, красивенького. Все было в комплекте, и вот однотонная ткань, и различные полосочки, мелкие, крупные, ну, все просто фантастическое. Мало того, еще и с люрексом такой приятный, тепленький трикотаж. Вот мне и захотелось мою паутинку повторить вот в такой ткани, и заодно вы более подробно вникнете в весь процесс. Поэтому потрясающие ткани, я вся в восторге творческом, и мы сейчас подробно окунемся на столе вот в эту всю красоту. Но еще хочу небольшое уточнение. Вот вы видите на мне эту кофточку чудесную, и главная идея и украшение этой кофточки — это вот эта четкая геометрия, четкое совмещение полос по граням. Здесь вы видите восьмигранник, в центре его на груди. И когда вы будете создавать подобную геометрию, то вы начинаете с основы, и на основе, на своей, вот важно размещение этого отверстия многогранника, чтобы не получилось оно или же высоко, или же низко. Поэтому, прикладывая к себе основу, вы должны понять линию низа этого отверстия, нанести на этой основе допустимую, чтобы у вас не получилось отверстие низко, и вся работа на смарку. То есть это главное начало, от которого нужно отталкиваться в этой идее. Мы сейчас подробно, поэтапно все нюансы построения этого восьмигранника, размещения отверстия и все нюансы разберем на лекалах. Вы видите на груди восьмигранник, ткань в полоску, полоска по нашим линиям реза, по нашим граням четко соединена. В этом и прелесть этой паутинки, этой модели. Максимально правильно и четко соединить все наши грани, чтобы паутинка собралась в единую геометрию. Рукавчик у нас, полоска расположена горизонтально, также полоска расположена и по спинке, без заднего шва. Спинка со сгибом. То есть у нас вся красота по переду. Так, приступаю к подробному изучению моих лекал. Для нашей блузы мы берем трикотажную основу. Она может быть
безвыточная, а может быть с нагрудной выточкой. Это в зависимости от того, какая у вас грудь, какая у вас фигура. От вашей трикотажной основы строим цельнокроенную стойку. И затем нам необходимо построить восьмигранник. Для этого мы должны, найдя нашу точку, центр восьмигранника, разбить перед на 8 частей. Ну, для этого надо воспользоваться прямоугольником с углом 45 градусов. Первоначально вы разбиваете половинку на 2 части, а потом разбиваете на 4. Радиус у нас 4 сантиметра. Можно сделать циркулем круг, и этот круг пройдет по нашим лучам. Для моего 54 размера вот такие вот здесь у меня получились размеры. Самое важное, что наш луч, проходя через грудь, мы должны вписаться выточкой вот в нашу систему, в нашу геометрию. И здесь важный момент: чтобы все полосочки совпали, нужно от луча отложить одинаковые расстояния выточки. Вот конкретно для моей груди у меня от луча по 2,75 в разные стороны построилась моя выточка. Ну, вы уже смотрите под себя, под свою грудь, какая здесь у вас будет выточка и, соответственно, размеры. Крупным планом пройдусь по размерам. Лекало переда. Далее у меня лекало спинки и мой рукав. Когда мы разбили половинку на 4 сегмента, на 4 части, нам необходимо разметить рисунок ткани. Вот я это уже сделала, разлинеяла. Для этого мы берем наш край, вот этот край, и на этот край мы темную полосу намечаем, что вот здесь с краю будет начинаться темная полоса. Я прикладываю лекало вот начиная темной полосы, и мне необходимо вот эту линию, эту грань, чтобы она совпадала с моим рисунком, чтобы максимально четко совпали мои полоски на линиях соединения наших граней. Нам необходимо максимально все это четко перенести на лекало, чтобы не было погрешности в процессе сборки переда. Вот первая полосочка, вот она у меня синяя, я вот ее прикладываю к синей полосе и потом через 5 полосочек намечаю дальше. Вот я все поразмечала. Когда я прошлась по всем граням и все полосочки вот состыковала, свела, вот все у меня совпало, я все перенесла, вот видите, вот максимально, потому что трикотаж это такое дело тонкое, он подвижный, надо постараться соблюсти параллельность. Все это достаточно просто, то есть необходимо использовать треугольники, линеечки, чтобы максимально эту всю параллельность у нас соблюсти. Я прикладываю прямоугольник к нашему краю отверстия, потом линеечку, и по линеечке я уже ровненько выстраиваю следующие полосочки. То есть все должно быть четко и параллельно. Когда рисунок я нанесла на свое лекало, следующим этапом мы вырезаем наши детальки, наши вот эти сегменты. Но нам нужно учесть подворотик. Вот здесь нам надо понимать с самого начала, как будет вот эта дырочка обрабатываться. Для этого нам нужно сразу учитывать подворот. Он цельнокроенный, он не пришивной, чтобы здесь было максимально аккуратно. Вот я сейчас вам покажу, что внутри
Вот вы видите, здесь нет шва, здесь у нас сгиб. Поэтому вот эти 3 сантиметра на подворот вот этого края, чтобы все было максимально аккуратно, без грубости, нужно обязательно учесть. Третьим этапом мне необходимо эти все детали подготовить для того, чтобы их раскладывать на ткани. Для этого нужно обязательно сделать вот этот вот подворот. Ну, вы можете вырезать, а потом сюда подклеить 3 сантиметров или 2,5 сантиметра подворотик. Но я вот вырезала, не поленилась, еще раз продублировала вот каждый сегмент и уже дала дополнительно размер подворота, потом сгибала по краю и уже тогда обрезала четко по форме нашего сегмента. Вот такие я заготовила лекала. И теперь уже, когда у меня есть эти лекала, я перехожу на ткань. Сейчас я буду раскладывать мои лекала на ткани. Ширина моего трикотажика в полосочку 1,60 м. Очень хорошая ширина. Я приколола. Все очень экономно и хорошо выложилось. Ну, спиночку разложила, начинала от спинки, разложила ее со сгибом. Далее выстроилась к краю ткани головка рукава, вот разложилась. Необходимо припуски давать на оверлок, то есть 0,7, 0,6, 0,5, то есть в зависимости от того, как вы привыкли, какие припуски оставлять себе на оверлок. Ну и на подворот низа тоже индивидуально. Кто любит оставлять больше припуск, подшивать распашивалкой, а потом лишнее срезать. То есть тут вы уже или же на оверлок, потом строчка. То есть смотрите сами. Моя выкройка заняла 77 сантиметров, то есть 80 сантиметров подобного трикотажа шириной 1,60 м достаточно для того, чтобы поместилась наша паутинка. Ну и смотрим на детальки, как они у меня разложились. Вот к краю я приложила деталь номер 1. Вот эта деталь, плечо, горловина и верх. Это деталь верхней части. И обязательно мои полосочки на выкройке должны четко совпадать с полосочками на ткани. Была проделана работа не зря, чтобы все максимально без погрешности у нас совпало. И вот в уголочек помещается вторая деталь. Вот это моя вторая деталь. Подворотик, подгиб на каждой детали он есть, и он у меня вот здесь попадает по светлой полосочке. Потом идет самая большая деталь переда, это 4-я, это низ моего переда, бок, нагрудная выточка и верх нашей паутинки. Вот эта деталь. И опять же я накалывала, совмещая полоски. Но то, что вот я сейчас разложила на ткани, выкраивать я буду только в один слой. То есть я прикинула раскладку, как у меня все легло и как получается. Но каждый слой нужно выкраивать по отдельности, чтобы опять же не было погрешности. То есть когда я вырежу одну часть, вот верхний слой, тогда точно так же скрупулезно нужно совместить все полосочки уже с другой стороны. Результат потом вас приятно порадует. Ну и такая кофточка, она вне времени, она всегда эффектно смотрится, всегда очень интересная. Поэтому я думаю, что можно ради этого постараться. А потом она очень быстро оверлочком собирается. Раскрой произведен, спинка со сгибом, рукавчики, все понятно. И теперь самое важное — это наш перед.
И здесь я специально хочу вам показать, что нужно делать следующим этапом. Нам необходимо обязательно вот подворот цельнокроенный проклеить стрейчевой клеевой до сгиба. Вот вы видите, я проклеила стрейчевой клеевой. И потом все отдельно грани восьмигранника обработать край оверлоком. Когда это все обработано оверлоком, вот, тогда нам важно собрать на машинке, подготовить уголочки, заделать вот здесь, собрать между собой вот этот уголок нашего отверстия. Мы на машинке вот здесь сделали такие прямо строчкой, состыковали уголки нашего отверстия восьмигранника. Четко все полосочки, вот все совпало, все предварительно скололи. Значит, сначала проклеили, потом обработали край оверлоком, а потом, ну вот здесь буквально 10 сантиметров на машинке, можно сказать, собрали, сметали. Следующий момент, это вот я специально соединила средний шов. Вот он уже сделан, обработан. Он собран на оверлоке. Вот он обрабатывает, сразу пришивает, вот в него входит край подворота. Одним швом вот мы складываем и прострачиваем. То есть не вот так, а сложив между собой вот так в 4 слоя и даем на оверлоке строчку. Вот здесь у меня подворот сразу входит вот в нашу грань. И оверлочок это все соединяет. То есть все четко. И потом мы аккуратно выворачиваем. Вот. И припуск разглаживается на одну сторону. И так вот по очереди, по кругу нужно обработать, вот вместе складывая припуски и с уголочка, начиная оверлочком, все это соединять. И тогда край, вот это все у нас будет аккуратно заходить в припуск, в шов, и здесь все будет чисто. И этот шов сразу же он пришивает нашу обтачку. То есть ее не нужно будет потом как-то прихватывать, вот эти все места грубости обрабатывать. Поэтому это все сразу вот одним швом на оверлоке запаковывается. Но предварительно нужно вот такие участки сострочить. Эта технология отработана, найден процесс создания такого интересного решения восьмигранника. Поэтому я вам все это показала. Ну, а далее, когда все швы сострочатся, у нас будет перед, тогда мы уже сможем сшивать боковые швы, плечевые. Тут уже ну совсем все просто и понятно. Вот такая красота, и на изнанке все красиво. Друзья, сплела свою паутинку. Вот такая кофточка у меня получилась. Мы с вами все подробно рассмотрели, все пошили, покроили. Кофточка получилась. Небольшой нюанс. Необходимо расширить горловинку. Учитывала растяжимость, так как ткань плотнее, теплее, чем предыдущая моя кофточка. Но добавила объем, добавила ширину, но горловинку не учла. Ну и на старуху бывает проруха.
сделала ниже горловину, голова стала удобно проходить, поэтому любую проблему мы постигаем, решаем, и все, что не делается, все к лучшему. Но вам советую, если вы хотите делать цельнокроенную стоечку, или же ткань должна быть эластичная, вот как у меня, по тем размерам, или же просто добавьте по несколько сантиметров, раздвиньте, увеличьте горловинку, и все у вас получится. Ну а у меня к моей кофточке получилась еще и юбочка. Да не одна, а несколько. Вот вы видите такой прекрасный костюм. Юбки получились на одном дыхании. Все сделала, разработала лекала, все получилось, и я все подробности вам в следующем видео приготовила, расскажу и покажу. Так что, друзья, со мной вы не соскучитесь. Творчество бьет ключом, и я с радостью делюсь им с вами. И поэтому, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на мой канал. А сегодня надо поставить пальчик вверх и написать комментарий. До скорых встреч, мои дорогие друзья!